Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Ева Таро. И в этой рубрике мы разбираем сильные стороны известных людей. И сегодня у нас чемпион мира, обладатель множества чемпионских поясов Александр Усик, боксер украинский. Сегодня мы посмотрим его самые сильные стороны, качества, которые помогли ему стать успешным, известным и оставить свой след в истории. Да, и кто знает, что еще впереди. Ну, давайте смотреть. Знаете, вот только я подключилась к его энергии, сразу же с потока идет. Это такая вообще непробиваемая сила. Вы знаете, будем смотреть его на данный момент. Потому что я смотрю, что он сквозь, конечно же, все свои жизни, там, юные годы сравнить и сейчас, да, это не то, что два разных человека, но трансформация произошла огромная. Человек как будто, вы знаете, вот глыба. То есть был такой вот, был какой-то камушек, и сейчас просто человек глыба. Вообще сейчас какое-то непробиваемое чувство. И это чувство, знаете, вот интересно, вот и можно было бы сказать, что как будто бы такое ощущение, что я, понятно, что человек там, сильный, да, но здесь именно про его внутреннюю силу идет такой момент, и он идет не через эго. Я уже обратила внимание, что я буду стараться выбирать и буду выбирать только на этот канал именно людей, у которых сильная энергия, светлая энергия света преобладает. Потому что, ну, уже не хочется, на самом деле, соприкасаться к такой энергии. И после нескольких героев я поняла, что очень нужно аккуратно это. Я прямо это прочувствовала. И, ну, и не хочется, знаете, копошиться в том, что действительно, ну, как бы не стоит приумножать. Вот. Так что я хотела сказать про Александра Усика. Во-первых, на него карта выходит Солнце. То есть это вот действительно как Солнце, понимаете? Вот есть звезды, есть другие какие-то планеты, но я самая большая. То есть это не эго, просто я, понимаете, можно сказать, что я там круче всех, я там больше всех, я там сильнее всех. Вот у него такой, вот видите, глыба, у него такой стержень внутри. И это, понимаете, это нельзя назвать превосходством, это факт. Человек так это ощущает, так это видит. То есть сильная сторона и вообще залог его успеха, то, что человек действительно считает, что он сможет, понимаете? И это не на пустом месте, то есть он делает, он может, он понимает, что я что-то могу делать лучше других. И это не подпитывает его эго, да, то есть я не вижу здесь вообще такого, знаете, вот какого-то роста, какого-то неадекватного эго. Здесь абсолютно вообще не про эго тоже в этом раскладе, очень мне нравится энергия. То есть энергия абсолютно светлого. То есть в душе, на самом деле, человек, вот здесь карта Солнца, видите, как ребенок. Но это, вот знаете, как вот есть другие планеты, есть другие какие-то звезды, но есть Солнце. Оно самое яркое, самое теплое, самое сильное, понимаете? Вот от него, от него такая энергия глыбы. И самая его сильная сторона, он действительно считает, что он лучше всех. Но это не из эго, понимаете? Это по факту. Потому что я больше буду трудиться, потому что я целенаправленнее, потому что я то. Вы там что-то сидите, говорите, рассказываете, сомневаетесь, а я делаю, понимаете? И человек считает себя действительно, ну вот слово «выше других», оно неправильное, понимаете, в контексте именно человека, потому что оттуда идет светлая энергия. Я сильнее других, успешнее других, там еще то-то, то-то, то. Это по факту, потому что я это делаю. Вот он так это ощущает, он так это мыслит, он так это видит. Понимаете? И это позволяет ему идти к успеху. Вот просто человек вообще, вот у него вот такая вот из всех героев, которые я смотрела, это самая непробиваемая энергия, вот честно. То есть это настолько абсолютная уверенность в том, куда я иду и что у меня получится, это на данный момент. Я смотрю, что у человека были моменты, какие-то сомнения, но никогда, кстати, не было такого, что у меня не получается, я сдамся. Не, это никогда такого не было, понимаете? Карта дьявол. Никогда не было. То есть самые такие, самые даже сложные моменты жизни, какие-то сомнения, понимаете, тут же принималось моментальное решение действовать, менять стратегию, что-то переосмысливать. То есть если люди, которые, знаете, у них что-то там не получается, есть какие-то страхи, сомнения, какие-то апатичные состояния, какие-то проблемы, жизненные сложности, то люди многие начинают как-то теряться, они могут выбирать немножко какие-то не те пути. То здесь абсолютно всегда было понимание, ощущение истины и куда нужно идти, как нужно действовать. Вообще, этот человек, знаете, вот такого постоянства. Вот делай раз, не делай два, а потом снова делай раз, и делай раз, и делай раз. Понимаете, вот каждый раз как будто бы на максимум, каждый раз как будто бы я делаю силу. То есть не то, что я делаю что-то и продолжаю, я каждый раз как в первый раз, и каждый раз как в последний раз. То есть такая вот энергия у человека. Это очень его сильная сторона. Вот я смотрю, сейчас с потока присоединилась. Меня прям дух захватывает от того, что какая у человека внутренняя сила духа, я бы так сказала, такого упорства, победы. То есть, знаете, вот ветерочек просто подул, нет, то есть это все время вот такое вот чувство, понимаете, это
И это не из агрессии, не из вызова, не доказать кому-то что-то другому, а это чтобы свой внутренний стержень, вот себя как глыбу. Я же говорю, что вот это себя он как глыбу сам растит. Такой self-made, это абсолютно человек self-made. Абсолютно человек self-made. И, кстати говоря, здесь выходит карта смерть, то, что я сказала, да, сейчас я объясню. Выходит здесь шестерка пентаклей. Человек, людей, которые рядом с ним, никогда не оставят, знаете, вот там некоторые люди, успешные звезды, вот у меня будет все классно, ну, а вы там как-то перебьетесь. Нет, здесь от него такая энергия, очень такой, знаете, щедрости, но честности, справедливости. Это никогда не будет больше, потому что я знаю, каким усилиями, каким трудом, какой ценой мне дается мой успех. И знаете, вот выходит здесь карта смерть на этого человека. Знаете почему? Потому что много раз, он даже сам это знает, он это не показывал, но он сам это знает в каких-то ситуациях, в каких-то боях, еще когда-то. Вот он чувствовал, что смерть ему дышит как будто бы в затылок. Это, он чувствовал, что сейчас вот это сейчас очень опасный момент, понимаете? Вот еще чуть-чуть и все. То есть он никогда... И почему это я говорю, что вот карта смерти? Она вот дышит рядом, но он всегда умел остановиться, сделать правильный выбор. И, допустим, если что-то он рискует, он лучше больше вложит, там, я не знаю, в команду, в тренировки, в себя, в подготовку, в переоценку, стратегии. Он, кстати, очень стратег сильный. И команда у него, знаете, вот есть люди, которых делает команда, а здесь такое ощущение, что он работает в команде, но эту команду как будто бы своим духом он как бы, как сказать, он ведет. Кстати, видите, что-то вот я вообще могу сказать как угодно, мне пофигу, мне пофигу, как воротник вообще. И он там что стоит, меня как-то это, знаете, не сильно волнует. Как стоит, так стоит. А тут я что-то решила поправить, понимаете, вот это он. Во всем должен быть порядок. Он человек, на самом деле, очень четкий, структурированный, дисциплинированный. Все должно быть по порядку. Поэтому если люди рядом с ним, в его команде, это люди, которые тоже будут жить... десятка пентаклей выходит, которые тоже будут жить как бы в достатке, он не обделит. То есть он по честности и по справедливости. Очень в этом смысле человек четкий. Выходит четверка мечей. И поскольку мы говорим о сильных сторонах этого человека, сейчас что-то я на эту скульптуру обратила внимание, она, кстати, из дерева, да? То есть, и почему, кстати, это важный момент обратить внимание, даже потрескавшийся. Он понимает, кстати говоря, слушайте, это я сейчас записываю расклад, где-то я видела, что он то ли не собирается идти в следующий бой, или отдал пояса. Что-то я такое слышала. Надо перечитать факты. Видите, я не готовлюсь к раскладам специально, чтобы быть вне контекста новостной ленты, просто чтобы считывать энергию. Так вот мне идет, что человек чувствует, когда нужно сделать паузу, когда нужно поддать газку, когда нужно притормозить. То есть есть люди и другие, там, например, там, может быть, боксеры, спортсмены, которые у них эго могу ущемиться, или там я хочу больше, я хочу лучше, и ты не оцениваешь до конца свои способности, свои силы, и ты можешь сделать ошибку. Вот у него есть эта мудрость и отсутствие как такового эго, ради которого... То есть он работает не для того, чтобы попитать свое эго, а для того, чтобы, знаете, вот как сказать, вот как настоящий спортсмен, как будто бы вот просто вот самому посмотреть и показать другим, на что способен человек, какой может быть сила, какая может быть сила духа, как можно, преодолевая себя через дисциплину, через работу постоянную, как можно идти, понимаете, к успеху. И самое главное, как нужно уметь вовремя сделать паузу, остановиться. Или дать себе передышку, или дать себе время на восстановление, или дать себе время на то, чтобы, не знаю, выбрать какую-то новую стратегию. Потому что я часто вижу, вот он там менял как-то стратегию или команду, или отношение к тому, как он делает тренировки. То есть он работал всегда над ошибками. То есть это человек, который не просто, знаете, не получилось, нет, я буду долбиться лбом. То есть он не человек, который вслепую, знаете, там ведет какую-то борьбу. Если он выходит скажем так, в какие-то новые для себя цели, противники, там, не знаю, если это касается бокса, там, по жизни и так далее, то это всегда будет большой анализ, большая будет команда, там это все как-то они будут разбирать. То есть, знаете, это прям как какая-то научная лаборатория. То есть очень серьезный добросовестный подход у человека к тому, что он делает. Это его сильнейшая сторона. И, знаете, вот он действительно такой лидер своей команды. Он свою команду, интересно, вот представляете, на него сейчас выходит... Вот он чувствовал, кстати, он чувствует. Мне сейчас такой момент идет, видите, 8 мечей. Во-первых, сейчас человек чувствует, что он очень много там за последние там бои, наверное,
он чувствует, что он много энергии, потому что все равно это очень энергозатратный. Вот, кстати, интересно, что человек спортсмен, но человек творческий спортсмен, я так это сказала. И вот сейчас вот снова выходит карта смерть, потому что я тогда побоялась сказать то, что мне пришло. Э, Человек знает, когда остановиться, и он сейчас, возможно, у него в тот момент, когда я смотрю расклад, очень четко есть ощущение, нужно сделать паузу, нужно остановиться, потому что я уже не до конца рассчитываю свои силы. Сейчас нужно, знаете, вот в правильный момент сделать правильные действия. У него очень сильная интуиция, очень сильная чуйка. Очень сильная. То есть он будет знать, когда, что сделать, какой шаг. Так, ну давайте дальше смотреть. Ну, во-первых, десятка кубков уходит, сильная сторона, человек же семейный, да. Но мне идет, что действительно человек вот из любви, из общения с близкими берет очень много ресурса. Для него это очень важно. Я так понимаю, что человек действительно очень занятой, человек-лидер, человек занятой, и он, скажем так, через свою любовь в семье, он ее как бы приумножает, воссоздает. Там что-то, знаете, семя посеяно любви, и он это несет семя в мир. Вот я бы так сказала. То есть человек понимает, насколько важно нести в мир свет, насколько важно нести в мир любовь, добрые ценности, правильные ценности, то есть чувство истины, радости, света, безусловно, оно, знаете, пропитано этим человеком. И, кстати, у него большое желание быть вообще... Вот у него, кстати, если бы он не был боксером, то у него бы классно была бы какая-то помогающая профессия, потому что очень большое сердце, большая как бы такая способность, как бы, знаете, быть таким наставником. Вот. Он даже для своей команды, может быть, он будет тренировать боксеров, я не знаю. Ну, то есть он может быть очень классным наставником, потому что он был наставником практически всю свою жизнь сам себе. То есть человек-наставник, вот понимаете, вот это самое сильное качество, одно из, да, много их, да, но вот, представляете, какие на него карты выходят, это вообще, конечно, видите, башня, то, что я сказала, то есть он может, почему наставником идет, потому что он может помогать другим людям не сгореть, не сдаться, подобрать правильные слова, подобрать правильную стратегию, понимаете, чтобы у человека снова вспыхнула жажда что-то делать, жить, действовать, понимаете? И все это делать через сердце, не через эго, не через жажду денег, да, а в первую очередь делать это. Понятно, что человек, который там успешен, который делает в таком масштабе такие огромные проекты, такие бои и так далее, потому что я вот смотрю, для него бои и вся его деятельность это по сути такой проект, да, вот он такой вот человек творческий, и он может заражать других людей энтузиазмом, вот, и может научить других людей, как стать таким же трудолюбивым человеком. И он, кстати говоря, в команду себе таких людей выбирает. И я смотрю, вот сейчас у него пойдет, что он, может быть, действительно будет еще других молодых, допустим, там боксеров, да, обучать. Вообще у него очень много амбиций. Колесница выходит, сила, старшие арканы. Человек еще себя не раскрыл. Человек еще себя не раскрыл, он еще очень много у него впереди. То есть впереди огромный путь, огромная еще сила. Я же говорю, не только бокс. Этот человек может быть и наставником, и каким-то проводником, и общаться с людьми. То есть он может касаться сердца людей. То есть у него очень много способностей, силы, которые он хочет еще воплотить в эту жизнь. Огромнейший потенциал, огромная потребность действовать, реализовываться, нести что-то в мир. Но не зря выходила карта смерть, карта башня. Я думаю, что он в какой-то момент сделает правильный выбор. Если еще не сделал, я не смотрела, что там по новостям, после того, как он последний выиграл бой. По-моему, да, если где-то мне это попадалась новость, да, что вроде как он собирался то ли сделать паузу, то ли это был последний бой, не знаю. В общем, я не буду сейчас говорить фактов, которые я не знаю. В любом случае, мы здесь не обсуждаем биографии. Вот карта отшельник, понимаете, человек видит огромный потенциал, который он может принести в этот мир. У него очень большие такие, знаете, вот духовные есть ценности, потребности, прикосновения к миру, то, что он может людям дать. То есть огромное есть ощущение, что я что-то могу сделать. Вот, поэтому вот такая вот история. Так, дальше пошли смотреть, какие еще у него сильные стороны. Так, тут люди, кстати, прошли, огромная толпа людей. Очень неожиданно, знаете. Вот у него сейчас в жизни, наверное, начинают закручиваться совершенно новые обстоятельства.
Тут одновременно, как только я начала говорить про него, начали поливать все кусты. Вода, источник жизни. Друзья, я же говорю, колесница не зря выходила. Сейчас какой-то новый движняк у него. Наверняка он будет что-то, или будет больше тренировать других людей, готовить, или, может быть, какие-то в политику, или, может быть, какие-то такие другие социальные другие какие-то моменты он будет воплощать. У него огромный на это потенциал, огромный на это запрос и огромный на это... вот картами сразу бросила, здесь карта справедливость, понимаете? Мы начинали с силы, да? У него очень большой запрос, чтобы, знаете, чтобы люди жили хорошо. Он действительно хотел бы... Есть такой запрос, знаете, вот есть люди, которые действительно подпитывают эго, становятся знаменитыми, успешными, и как бы их интересует только я. Здесь нет, у человека действительно искренне есть запрос, карта жрицы. Сильные все арканы, понимаете? Во-первых, очень старая душа, очень много наработок. Вы даже если посмотрите его в глаза, люди, которые понимают, по взгляду все можно считать. Светлая, сильная душа, которая понимает, какой путь нужно выбирать, и как он может, в общем, человек, который может вести за собой, это его сильная сторона. Команду, семью, людей вокруг, социум. То есть он может быть таким, знаете, проводником времени однозначно. То есть я говорю, что у него еще раскроется его даже вот спортивная карьера, это, знаете, вот это малая доля того, что человек может сделать еще в этом воплощении. Очень много классных, счастливых, интересных моментов может прийти, понимаете, в этот мир через него. Очень хорошие карты. И старшие арканы, и светлые карты выходят. И вы знаете, почему-то мне выходит, именно связано же в Украине тяжелые времена, его это очень лично касается, его это беспокоит. Это вызывает огромное чувство. Мераба. Кто знает мои расклады, кто смотрит мои расклады, девочки, на моем основном канале, тот понял, что сейчас произошло. Просто сейчас толпа людей пришла, я же говорю, что все сегодня на меня так смотрят, но у всех такой позитивный интерес. Я же говорю, что это потому, что я смотрю на Александра Усика, понимаете, человек очень светлый, он вызывает действительно очень такие светлые энергии, знаете, вот такой вот, не зря выходила на него карта Солнца, очень светлые энергии, понимаете, и он в людях вызывает светлые энергии, и он это знает, он хочет это приумножать. Туз кубков, точно так же, понимаете? Поэтому буду, наверное, завершать расклад. Все к этому подсказывает. Вроде все самые сильные стороны я его сказала, чтобы не ходить по кругу. Ну, просто скажу одно, что здесь вот здесь выходит у нас королева кубков, и она говорит о том, что человек не только то, что в начале своего пути, он проделал уже огромный путь, огромная есть уже реализация, огромный опыт, понимание, как что делать, как выстраивать многие вещи. И сейчас он будет это реализовывать, свой талант, уже свой опыт, все свои наработки в еще больших каких-то вещах, масштабах, чтобы достучаться до еще большего количества людей. Ну что, друзья, вы были на канале Ева Oracle Таро. Увидимся с вами на новых раскладах. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть новым героем. Вот. У меня тут целая делегация передо мной, поэтому я завершаюсь. До связи. Пока. Пишите в комментариях, что вам откликнулось. До связи.